Начинаем вязание нашего узора с цепочки из воздушных петель. Первую петельку не затягиваем, она будет служить нам первой рабочей. А дальше набираем цепочку нужной нам длины. Самое главное, чтобы количество петелек было кратно 8 плюс 2 петли. Итак, вот мы провязали с вами цепочку из воздушных петель кратную 8 плюс 2 петли. Теперь смотрите, мы с вами должны провязать первый установочный ряд столбиками без накида. Первую петельку пропускаем, во вторую начинаем вязать. Этот ряд у нас не будет идти в счет узора. Просто чтобы край был более аккуратным, мы провяжем его столбиками без накида. Провязываем так до конца этого ряда. Все, провязали мы ряд столбиками без накида. Теперь начинаем вязать первый ряд узора. Провязываем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и в первый столбик под 2 стеночки петли провязываем столбик без накида. Дальше пропускаем 1 петля, 2, 3 и будем вязать в 4 петлю 7 столбиков с накидом. Провязали 7 столбиков. Теперь опять пропускаем 3 петли и в 4 вяжем столбик без накида. Пропускаем 1, 2, 3, 4 петельку вяжем столбик без накида. Вновь пропускаем 1, 2, 3, 4 вяжем 7 столбиков с накидом. И по такому принципу мы провязываем с вами до конца ряда. То есть вот теперь после 7 столбиков мы в 4 петлю вяжем столбик без накида. Дальше опять в 4 петлю 7 столбиков. Дошли мы с вами до конца ряда, и здесь у нас 1, 2, 3, в 4 последнюю петельку мы провязываем столбик без накида, но не довязываем его до конца, оставляем и протягиваем сюда уже новым цветом. Начинаем следующий ряд. Провязываем 4 воздушные петли. Первая петелька, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. И теперь в эту же петлю, вот в этот же первый столбик, мы провязываем столбик с накидом. Дальше 2 воздушные. Отсчитываем 1, 2, 3, 4 петлю нашего веера мы провязываем столбик без накида. 2 воздушные. И теперь находим, вот здесь, видите, у нас получилось 2 вот таких вот окошечка. И мы не в первое окошечко сначала вяжем, а во второе. Провязываем в это второе окошечко столбик с накидом. Дальше 2 воздушные. И теперь возвращаемся вот в первое окошечко. В это первое окошечко провязываем столбик с накидом. И теперь у нас начинается повтор. Мы провязываем 2 воздушные. И здесь находим 1, 2, 3, 4 столбик. В 4 столбик вяжем столбик без накида. 2 воздушные. Находим вот эти вот 2 окошечка следующие. Первое не трогаем, во второе провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и теперь возвращаемся к первому окошечку, в него провязываем столбик с накидом. И по такому принципу мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Дошли мы с вами до конца ряда, вот провязали в 4 петлю веера, вяжем 2 воздушные. И теперь находим наш вот этот вот крайний столбик. В него провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. И сюда же в эту же петельку мы провязываем еще 1 столбик с накидом. Итак, набираем с вами 3 воздушные петли, которые будут нам служить первым столбиком с накидом. Разворачиваем вязание. Теперь вот сюда в эту галочку провязываем еще 3 столбика с накидом. Первый столбик, сюда же в эту галочку второй,
и в эту галочку третий. Теперь находим вершинку, вот там, где у нас столбик без накида, и в этот столбик мы также провязываем столбик без накида. Теперь в следующую нашу галочку мы провязываем 7 столбиков с накидом. Теперь в вершинку опять вяжем столбик без накида. Дальше в следующую галочку провязываем 7 столбиков с накидом. По такому принципу провязываем до конца ряда. То есть вот такие вот галочки мы провязываем 7 столбиков с накидом, а в следующие вот эти вот столбики без накида, в них провязываем тоже столбик без накида. То есть так, как мы с вами провязали вот здесь вот. Дошли мы с вами до конца ряда, у нас осталась последняя галочка, и мы должны ее провязать точно так же, как в начале. Поэтому провязываем в серединку 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий, а четвертый столбик с накидом мы с вами вяжем раз, два, вот получается во вторую петельку. Провязываем один раз и теперь меняем цвет. И теперь смотрите, в следующем ряду мы с вами будем вязать, вот видите, у нас как бы шахматный такой порядок получается. Теперь в следующем ряду мы будем вязать веерочки, они у нас должны получиться между веерочками предыдущего ряда. А если говорить точнее, у нас с вами должны в этом ряду получиться вот эти вот заготовки, вот такие вот крест-накрест, чтобы потом у нас эти веерочки располагались в них, потому что веерочки мы вяжем именно вот в них, в эти галочки. Поэтому этот ряд мы с вами будем формировать из вот таких вот галочек, которые будут располагаться вот так вот в этих промежутках. Для этого мы с вами набираем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Теперь в первый столбик провязываем столбик без накида. Дальше 2 воздушные. И теперь находим, вот видите, вот эти вот окошечки. Вот они. Первое окошко пропускаем сначала и вяжем во второе окошко столбик с накидом. Дальше 2 воздушные, возвращаемся назад вот в это окошко, в первое, и в это окошко провязываем столбик с накидом. И вот у нас уже получилась заготовка для нашего вот этого веера следующего. Провязываем 2 воздушные и здесь отсчитываем 1, 2, 3, 4. Четвертую петлю. Самое главное, смотрите, чтобы именно петельки, чтобы вы не посчитали вот эту вот часть, вот эту вот петлю. Вот эти вот воздушные петли, которые у нас вот здесь вот были провязаны, 2 воздушные петли. Самое главное, чтобы вы их не посчитали. То есть мы считаем только вот первый столбик, давайте вместе посчитаем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И видите, с этой стороны также у нас есть вот эта вот цепочка. Это не столбик, это цепочка. Не ошибитесь в этом, иначе тогда рисунок сдвинется. То есть мы с вами находим самый первый столбик, который вязали вот сюда в серединку. И просчитываем 1, 2, 3, 4. Вот она, 4-я петля. И в эту 4-ю петлю провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные. И теперь повторяем вот эту нашу заготовку. То есть вот наши следующие 2 окошка мы провязываем вначале во второе окошко столбик с накидом. Дальше 2 воздушные. И возвращаемся назад. В первое окошко мы также провязываем столбик с накидом. И по такому принципу мы с вами вяжем до конца этот ряд. Дошли мы до конца ряда, провязываем последние 2 воздушные петли и в крайний столбик вяжем столбик без накида. Итак, следующий ряд начинаем с 1 воздушной, разворачиваем вязание и в первый столбик провязываем столбик без накида. Теперь вот в эту заготовку, в это окошко вяжем 7 столбиков с накидом. И как видите, этот веерок у нас получился над вот этим розовым веером. И теперь дальше мы с вами находим вот этот наш столбик без накида и в него вяжем также столбик без накида.
Находим вот следующее окошко, в него вяжем 7 столбиков с накидом. И теперь там, где был столбик без накида, в него вяжем также столбик без накида. И провязываем так до конца ряда. Заканчиваем наш ряд, провязывая столбик без накида, но вяжем его не до конца, и здесь меняем цвет. Теперь смотрите, следующий ряд у нас уже начинается повтор узора, вот там, где мы вязали с вами синим цветом. То есть для этого мы с вами провязываем 4 воздушные, разворачиваем нашу работу. Теперь в эту же петлю вяжем столбик с накидом. Далее 2 воздушные. И здесь отсчитываем. Находим вот первый, второй, третий, четвертый столбик. В него вяжем столбик без накида. Дальше 2 воздушные. И находим наши следующие вот эти 2 окошечка. Провязываем во второе окошко столбик с накидом. 2 воздушные. И возвращаемся, провязываем столбик с накидом в первое окошко. Видите, мы готовим заготовку под следующий ряд, где у нас будет вязаться вот этот веер. И опять 2 воздушные. И теперь здесь находим первый, второй, третий, и вот он четвертый столбик. В четвертый столбик вяжем столбик без накида. И по такому принципу, как мы вязали здесь, и так как мы вязали вот этот ряд первый синим цветом, там где у нас вот эти столбики крест-накрест были, мы с вами провязываем этот ряд до конца. Он полностью повторяет вот этот. Смотрите, завершили мы ряд точно так же, как вот здесь. То есть провязали в последний столбик, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Смотрите, дальше у нас вязание повторяется. Мы фактически сейчас повторили вот этот ряд. То есть вот такие вот синие галочки. Вот они. Следующий ряд у нас будет идти там, где синие вот эти вот 7 столбиков с накидом, которые мы вязали в галочки. После синего ряда будет ряд опять заготовок розовых, вот таких вот. И потом после ряда вот этих вот заготовок будет идти по 7 столбиков в эти галочки. И все. И узор у нас повторяется. Мы можем так провязать неограниченное количество рядов, столько, сколько нам необходимо для нашего изделия. И вы только посмотрите, как здорово смотрится узор, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.